Прытані сябры. Некалькі слоў аб тым, што зараз будзе адбывацца. Я набыў сумкі Зубркейс Duplex Pro для матацыклу, і хлапцы з Зубркейс запыталі ў мяне водгук. З гэтай нагоды я вырашыў зняць відэа. Але працэс выпуску відэо трошки зацягнуўся. Падчас эксплуатацыі мяне колькі разоў аж падкідывала, і водгук ператвараўся ў пляўзганне некага старога дзеда. Зараз я праехаў гэтымі сумкамі амаль 7000 кіламетраў і гатовы распавесці, што тут і да чаго. Для прастаты ўспрымання нюансаў дэталяў перайду на расійскую мову. Итак, поскольку мне претит идея навешивания дополнительного железа на мотоцикл, стояла задача купить безрамочные сумки. Дополнительно должна была быть возможность регулировки сумок, так чтобы навесить багаж как можно ближе к центру тяжести мотоцикла. И Duplex Pro отлично справляется с этой задачей. Например, нам с женой необходимо было проехать на ее мотоцикле от Минска до Гданьска вдвоем. Как раз купили сумки, везти их в багаже показалось странным, поэтому решили навесить. На все про все у меня ушло минут 10-15. Двумя ремнями закрепил основу за багажник под кофром, навесил штанины и каждую штанину одним ремнем притянул к подножкам. В такой конфигурации сумки проехали 900 километров, и этого было достаточно, никакого дополнительного крепежа не нужно было, все работало как нужно. При езде вдвоем скрылся первый нюанс. Сидеть на основе крайне скользко и неудобно. Вся нагрузка по удержанию пассажира на мотоцикле переходит на его ноги. Вика героически продержалась до Варшавы, но дальше поехала на поезде. Снятие еще более быстрое, чем установка. Стянули кофр, распустили ремни, скинули сумки, все, вуаля. Теперь установка на новый мотоцикл. Обратите внимание, что на Ямахе нету багажника в стоке, только по две бабышки с каждой стороны. Но этого более чем достаточно, чтобы сумки были установлены надежно и крепко. В этот раз я потратил значительно больше времени, двигая и подгоняя сумки по то, что мне казалось в тот момент удобно. Так, до сих пор все было достаточно неплохо. Быстрая установка снятия, вариативность настройки, отсутствие необходимости применения дополнительного инструмента при монтаже. Супер. Но в процессе эксплуатации начинают вылезать нюансы и минусы. Какие-то замечания объективные, а какие-то весьма и весьма субъективные. Начнем, пожалуй, с самой субъективной части – это внешний вид. Подборка цветов и материалов к этим цветам выглядит по меньшей мере странно. Причем оно как-то так отфотографировано, что когда ты смотришь на изделие в реальности, оно выглядит намного лучше. Но на фотографиях все выглядит достаточно пошло. Если бы я выбирал только по витрине сайта, никогда бы не купил. Сюда же можно отнести внешний вид в несоряженном состоянии. На мой взгляд, просто неаккуратное нечто. Или вот, например, шов окантовки. Почему его сделали на самом видном месте, совершенно непонятно. Плавно переходим к более объективным вещам. Номер один в нашем списке – это монтажные точки. Они расположены не очень удобно относительно друг друга, из-за чего крепеж иногда пересекается между собой. А во-вторых, в некоторых ситуациях ими просто некомфортно пользоваться. Загружаем условную гербу. Распустили. Выделываться одной рукой не будем, просто вставлять. Герма встала, герма стандартная, я ничего не придумал. Полностью укомплектованная, на 3 оборота завернута.
нужно закрепить. Куда мне тут, мать его, крючок? Где-то там петелька, за которую нужно зацепить. Это назвать удобным нельзя. Можно сказать, еще и баул. Прикрепи сразу сумку, потом баул. Ну ёкарный бабай, оно все должно работать вместе. А теперь нужно еще подтянуть ремешок. Но его мало, там хвостик. Пальчиками нужно хватать. И все, и уже не подтянешь по-человечески. Удобно? Нет, неудобно. Так, экстренное включение из кровати. Вот тут вот самое грязное место мотоцикла, плюс-минус. Вся грязь, говно с колеса, все летит на сумке. А просто никаких дел переживаю. Но здесь же сделано крепление крючочка. Когда оно все мокрое, грязное, тебе нужно руками лезть сюда, все это открывать, руки вымазываются. Это, конечно, нормально, но иногда хотелось бы сохранить их чистыми. Бывает ситуация. Также вот с этим ремешком тут болтается, он в говне. Вот. Поэтому, может быть, перенести точку крепления наоборот, на ту сторону. И делайте где-то здесь. Не знаю, насколько это оправдано, но было бы как минимум чище и приятнее пользоваться. Еще один момент. Ремни, которыми фиксируются гермом в штанах. Они выполнены в виде цельного отрезка стропы с крючком на конце, который фиксируется в петле с обратной стороны штанины. Отрезки, как было в моем случае, или же вы забыли его закрепить, свободный ремень начинает работать как рыболовная снасть и может поймать вас на крючок, например, за ботинок. Я сразу не заметил, а когда пытался остановиться и выставить ногу, то чуть не упал. Казалось бы, мелочь, но может привести к серьезным травмам. Возможно, стоит сделать ремень из 2 половинок и поставить посередине фаст. Дополнение истории про ремень. Еще он может делать вот так во время движения. Конечно, голая теория, такого пока не случалось, но это весьма-весьма небезопасно. Попасть сюда во время тряски, во время езды 2 секунды. В общем, небезопасненько. Большой моментик, вылез. Диагональном креплении камеры. Господи, сумки. Сумка должна быть, хотелось бы, поближе к мотоциклу. Если вот натягивается этот ремень, то застегнута герма на ту сторону, то образовывается он по карман, сумку выгибает дугой. Казалось бы, хотелось бы ее поближе прижать, вот так вот, чтобы было. Но нету ремня никакого, ни поддержки, ни формы, ничего, чтобы она сюда ушла. Просто под своим весом, под силой тяжести падает вниз. И все. А этот ремень тянет ее в другую сторону, не перпендикулярно мотоциклу. Получается такая херотень. Мелочь, а неприятно. Что-то все вот какое-то, что где-то торчит, какое-то отваливается. Вот здесь, кстати, начинаем затягивать, отгибается уголок. Все уже полностью не крепится. Херня. Ослабишь, так а зачем тогда эта штука, если она слабая не постоянно? Когда тянешь, она отвалится. Я, кстати, почему повесил сумку более горизонтально. Нижним своим краем она опиралась на глушитель, и через несколько тысяч километров материал ткани начал протираться. Это, конечно же, моя вина, но у Zubercase в середине штанины есть пена как раз для предотвращения таких ситуаций. Почему не использовать эту пенку по всей площади внутренней поверхности штанин, мне решительно непонятно. Ну и напоследок хотелось бы упомянуть 2 достаточно субъективные вещи. Это упаковка и инструкция по использованию. Начнем, пожалуй, с упаковки. Мне кажется, немалая часть удовольствия от приобретения того или иного товара лежит как раз таки на упаковке. Неважно, несете вы новую PlayStation 5 домой или распаковываете ящик с новым мотоциклом. Вот это вот предвкушение чего-то прекрасного, это чувство, оно как будто бы из детства. И на самом деле дорогого стоит. Мне же сумки из Zubercase достались замотанными в стрейч-пленку. Досадно. Теперь к инструкции. И дело даже не в том, что ее нету в комплекте в каком-то бумажном виде. Описание системы можно найти в YouTube, те же Zubercase его делали.
Но это именно какое-то описание. Вот посмотрите, у нас есть классный продукт. Вот это сумки, мы их используем для перевозки вещей. Вот это штанины, они вешаются к основе, вешаются на мотоцикл. Вот, смотрите, как классно мы все придумали. Не хватает именно рассказа о том, что из себя представляет каждый элемент системы. Для чего эта петелька, для чего вот эта петелька, для чего вот этот ремешок. Как их предполагается использовать, как это видят авторы, как их не нужно использовать. Иногда это приводит, с одной стороны, к курьезным, но весьма раздражающим ситуациям. Так, пока мы тут разобрали, как раз таки возможность дополнить обзор. Вот сумки висят, есть некий ремень. Была бы инструкция, я бы знал, что это за ремень. Ну, похоже на то, что можно сюда что-то положить, не знаю, там, вязанку дров, сумку какую-то, и все этим делом ремнем прицепить. Казалось бы, просто. До хрена народу кто так ездит. Вот у меня есть баул, самый простой. 30 баул, первый мешок, 30 литров. Плоский. Тут палатка лежит и спальник. Палатка, спальник, коврик. Все, ничего сложного. Берем ремень. И что? И все. И что я им прицеплю? А нахрена он такой нужен тут? Это непонятно. Ну что, длины ремня было жалко. Блин, что-то вон он вообще сюда зацеплен. Может быть, это для того, чтобы этот хвост сюда цеплять? Кстати, идея. Ну почему бы не сделать его двойного назначения? Ну не нужно мне эти сумки цеплять под хвост. У меня не КТМ. Нормальный мотоцикл все и так цепляется. Непонятно. А если нет хвоста, вот нахрена мне этот ремень здесь, вот просто чтобы он со мной путешествовал? Лежит, место занимает, пряжка, блин, торчит все это. Для пацаны непонятно. Ничего не понятно. Безусловно, всегда можно позвонить или написать парням из Ubercase, и они всегда стараются ответить в максимально короткие сроки. Тебе помогут, расскажут, надают советов. И это характеризует их с хорошей человеческой точки зрения. Но с точки зрения товара такого быть не должно. Ты купил продукт, принес домой, прочитал инструкцию, пользуешься. На монтаже вспомнил, что хотел еще упомянуть про складывание сумок. Вот мы приехали, груз возить никакой не надо, но, допустим, нужно на мотоцикле передвигаться по городу. Хотелось бы, чтобы сумки могли как-то аккуратно сложиться. Пока они можно попытаться утянуть вот этим ремнем, но какого-то чего-то такого более-менее приемлемого, надежного, красивого не получается. Все вот оно как-то разлазится, тут как-то кнопочки не хватает, не знаю, какие-то дополнительные утяжки, чтобы оно так вот прижалось, не торчало и было красиво. Пока так. Можно, конечно, снимать, как и рекомендует, собственно, Ubercase. Снять штаны. Ну, во-первых, эту штанину нужно где-то хранить. Но даже если мы, допустим, нашли место для хранения, сняли, положили куда-то, но остается вопрос с ремнями. Куда их девать? Отвязывать, постоянно привязывать – это не вариант, это геморрой. Вот. Ubercase предлагает найти место где-то самостоятельно, за что-то зацепить, как-то так приладить, но, на мой взгляд, тем отличается хороший продукт от отличного, что за тебя уже подумал производитель. И мне кажется, вот такого быть не должно. То есть, если остались висеть ремни, должно быть где-то место, куда их, или какая-то идея, куда их прицепить на самих сумках. Я все думал, какой же эпитет, какое сравнение привести, чтобы было лучше понятно, как я ощущаю эти сумки. И ничего лучше, чем слово «топорный», я так и не придумал. Это изделие надежное, кондовое, соответствующее эстетике и грации. Буду ли я продолжать дальше ими пользоваться? Да, безусловно, буду. Немножко под себя подгоню. Подарил бы я такие жене? Например, нет. Еще можно сравнить их с бутиком с колбаской. Выглядит не так красиво, как бургер из рекламы в Макдональдсе, но такой же сытный. В общем, мне в этих сумках не хватило удобств в ежедневном использовании и радости от созерцания. Ребятам же из Ubercase хочется сказать большое спасибо за то, что они вообще пытаются хоть что-то делать. Они уже выпускают кофры мирового уровня, осталось подтянуть сумки, все получится. Спасибо.